Всем привет, дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале Финшоп полезный и не очень. Сегодня у нас будет очередная распаковка. Распаковка интересного телефона от нашей любимой компании Xiaomi Redmi Note 10s. Вот такой вот, видите, коробочки он ко мне прибыл, весь покоцанный, немножечко здесь уголок. Ну как немножечко, относительно немножечко это я уже выпрямлял. Наша почта, как обычно, на высоте. Все по стандарту почты. Кстати, уже не первый телефон такой приходит. До этого приходил Realme C, так там вообще была сплюснутая коробка. В каждом письме счастье. В каждом письме радость. В каждом письме любовь. Ну ладно, ребят, я его вскрывал, там на почте проверял. Давайте вскрывать его, но перед этим я хотел попросить немножечко об активности. Ребят, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если до сих пор не подписаны. И напишите, у кого этот телефон на руках, его плюса и минуса. Я же его буду в свою очередь тестить. Спасибо. Ну а теперь давайте приступать. Погнали. Вот в такой вот коробочке он помятый ко мне приехал. Видим, телефончик у нас Redmi Note 10s, версия NFC. Заказывал его на Алиэкспрессе. Ехал он в районе, по-моему, 3-4 месяцев. В цвете Pearl White. Давайте открывать. Опа, его. Вот он сам встречает наш телефончик. У нас вот в таком вот он цвете. Вполне себе неплохой. Здесь у нас вынесены краткие характеристики. Это у нас 64 мегапикселя quad камера, четверной модуль, AMOLED экран, да, у нас на 6,43 дюйма. Процессор Helio G95 Mediatek, ну и быстрая зарядка на 33 ватта в комплекте. Аккумулятор у нас на 5000 мАч. Ну ладно, телефончик оставим пока в стороночку. Посмотрим, что у нас идет в комплекте дальше. Такая вот картонная прокладочка, она же конверт. Здесь у нас скрепочка нас встречает. Далее у нас здесь макулатура Quick Start Guide. Так понимаю, да, да, все правильно. Руководство пользователя. Еще одна на других языках, ну и еще одна брошюрочка. В принципе, это особо нам не интересно. Все по стандарту. А вот это вот уже интересно. Это замечательно. Это у нас чехольчик. Чехольчик у нас вот такой вот плотненький. Без заглушечек, ребят. Заглушечек нет. Да, ничего страшного. Кому-то этот вариант нравится, кому-то нет. Чехольчик прозрачный. Плохо, что, конечно, прозрачный. Лучше бы они, конечно, положили такой сероватый, темный, как в Realme. Так он хоть не видно, что он желтеет. А этот пожелтеет очень быстро и превратится в непотребство. Ну ничего, сам он по себе плотный такой. Это хорошо. В комплекте всегда приятно, когда нам ложит чехольчик. Так. Далее у нас идет. Вот, убираем пока в стороночку. Далее у нас идет вот блок такой на 33 ватта. Как было написано на аккумуляторе. Давайте приблизим, посмотрим. Правильно положили. Его, ну давай, родной, давай. Так, 33 ватта, да, видим. Все как положено. Это хорошо. Быстрый блочок всегда радует. Дальше. И микро USB Type-C должен быть. По идее. Ну да, все верно. USB Type-C. USB шнурок. В принципе и все. Да, ребят, вот и все. Хотя по нынешним меркам это довольно-таки богатая комплектация, я считаю. Так, ну а теперь переходим непосредственно к самому телефону. Давайте открывать его. Я его уже включал. Вот такой вот пленочки транспортировочной он поставляется. Так, смотрим сразу цвет. Ну как вам, ребят?
беленький. Мне нравится. Вроде крутой. Топчик. Смотрите. Замечательный цвет. Давайте это сразу уберем. Отклеим. Не понадобится. Всякие-то наклеечки. Они будут только портить вид. Вот. Вот она красота. Уберем. Вот она. Смотрите, ребят, ну как вам? Напишите. Мне нравится. Очень крутой цвет. Причем он такой какой-то весь матовый. То есть отпечатки на нем оставаться, по идее, не будут. Очень практично. Включаем. Оп, есть. Redmi. Так, ну давайте, пока он у нас включается, пробежимся по элементам управления. Его по кнопкам и элементам управления. Так, давайте, на правой боковой грани у нас расположилась качелька регулировки громкости, кнопочка включения, она же сканер отпечатки пальцев, встроенная в кнопку. Далее, внизу у нас на нижнем торце динамик, порт для зарядки, разъем для зарядки, USB Type-C, микрофон, 3,5 мм джек, куда же без него. Так, с левой стороны у нас расположился лоточек под, давайте посмотрим, какой у нас комбинированный лоточек или обычный. Мне даже интересно, потому что сейчас они как-то начали комплектоваться, непонятно. Допустим, вот как в Poco, там даже в обычных бюджетных вариантах почему-то начали гибридный лоточек поставлять. Даже интересно. Даже интересно. Так, барабанная дробь, ребят. О, вижу сразу же красная проставочка. Это здорово. О, ну полноценный лоточек. Это замечательно. Да, ребят, замечу, смотрите. Видите? Вот. Резиновая проставочка. Это здорово. То есть, как бы намекает нам на то, что должна быть в наличии пыли влагозащита. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Но наличие вот такой вот проставочки, по крайней мере, защитит вас от брызг дождя. Это хорошо. Лучше пускай будет, чем нет. Ну и полный лоток можете себя не ограничивать ни в чем. Можете поставить 2 сим-карты. Он здесь включился. Да, давайте, ладненько, пока отставим. Далее на верхней грани у нас расположился еще один динамик. Да, ребят, здесь стерео, инфракрасный порт и еще один микрофон для подавления шума. Так, далее на задней части телефона расположился вот такой вот блок четверной камеры. Более поподробнее остановимся чуть-чуть позже. Надпись Redmi. Ну и вот здесь такие вот бедненькие нанесены надписи. Made in China, когда произведено и так. Ну и все, в принципе. Выглядит он довольно симпатично. Нижний подбородочек минимальный, небольшой. Сходу у нас на базе поставляется MIUI 12.5. Давайте мы ее запустим. Русский. Так, Россия. И пускай он у нас активируется. Подключаемся. Да, вот здесь у нас двухдиапазонный Wi-Fi 5 Гц, 2,5 и 2,4 ГГц. Это здорово. Быстрый Wi-Fi всегда замечательно. Первый, дальше активируем, потому что мало ли что. Многие, кстати, спрашивают, как это лучше сделать, как что. Вот, посмотрите. Ничего, в принципе, здесь сложного нет. Ну, увидите как раз. Я обычно пропускаю эту часть. Сегодня я решил оставить, потому что мало ли что. Многим, может быть, это будет. Так, здесь пропускаем. Это фото в аккаунт. Так, здесь принимаем. Пожалуйста, то есть можно Google Play сразу подключить. Здесь у нас версия NFC, ребят, так что можете пользоваться бесконтактной платежевой системой любой. Подвязывайте свою карточку и пользуйтесь. Расскажу немножечко о самом процессоре, ребят. Здесь у нас установлен Helio G95
связки с графическим процессором Mali G76MC4. В данном случае у меня версия на 4,64 гигабайта, есть также на 6,128 гигабайт. В принципе, это нормально. В белом цвете. Память у нас стоит LPDDR4X. Так, давайте посмотрим отпечаток пальца. Так, пароль. Сейчас. Так, раз, два, три, четыре. Самый сложный пароль в мире. Раз, два, три, четыре. Есть. Давайте проверять, как у нас отрабатывает. Ой, отрабатывает моментально. Вибрация очень приятная, ребят, сразу замечу. Тактильное ощущение, вибромоторчик не дешманский какой-то, который самый-самый дешевый. Очень приятно. Отрабатывает. Не надо нажимать, надо слегка прикасаться. Так, далее. Соглашаемся. Меню приложений, классический или такой. Классический. Настройка завершена. Вуаля. Все, мы загрузились. Весь сам телефон состоит из пластмассы, понятное дело, что сейчас нам ничего не поставят такого металлического, стеклянного. Все-таки это бюджетный, среднебюджетный телефон, так скажем. Ну, можно даже сказать, есть включился. Скажем, бюджетник. Ну, приятный, да, конечно. AMOLED экран, ребята. AMOLED экран — это хорошая штука. Чуть-чуть подтормаживание, но это первый запуск. Понятное дело. Так, ладненько. Пускай расчехляется. Сам телефон пластиковый. Окантовочка у нас сделана под металл. Но она у нас тоже такая вот глянцевая. Царапаться будет до ужаса, если без чехла. Ну, благо чехольчик нам положили. Подумали о нас. О, да, кстати, ребят, смотрите, как он быстро срабатывает. Давайте. Раз. Два. 3. 4. 5. 6. То есть, смотрите, не надо нажимать, просто чуть-чуть притрагивайтесь и все. И все. И работает. Видите? Ну, да, сканер, конечно, хороший. Сканер замечательный. Так, давайте посмотрим, как он будет лежать у нас в чехле. Вот. Комплектном. Сразу же проверим. Ой, такой тугой, конечно, их натягивать. Это просто такой. Опа. Ну чё, вполне себе замечательно. Да, только единственное белый, ребята, белый. Зачем он непрозрачный положили? Положите такой серовастенький, чтобы он, по крайней мере, не так сильно выцветал, желтел. Замечательно, вполне себе с чехольчиком и смотрится. Да, хорошо. Так, ну что, проверили. Так, экран у нас составляет 6,43 дюймов, и я считаю, что это сильная сторона этого телефона. Все-таки AMOLED экран, яркость у нас хорошая, 1100 нит. То есть на ярком солнце вы его будете спокойно читать. То есть все будет читабельно, все прекрасно различимо. Поверх у нас установлено защитное стекло Gorilla Glass. Третьего, правда, поколения, не самое новое. Ну, давайте, ребята, сразу вот эти вот на экранные кнопки, видите? Меня не раздражают. Давайте мы его сразу же поднастроим. Я не люблю эти экранные кнопки до ужаса. По-моему, в расширенных настройках. Управление одной рукой. Безграничный экран. Да, вот она, жесты. Все-таки жесты — это вещь. Не сейчас. Вот, теперь другое дело. Все. Вот оно. Жестами управления совсем другое дело. Так, давайте перейдем теперь к блоку камеры. Вот это вот здесь уже интересно. Здесь у нас установлен основной модуль на 64 мегапикселя с апертурой 1.8. Что, я уверен, будут подразумевать хорошие, неплохие снимки. Второй модуль у нас стоит на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 ультраширик. Вот он. Далее у нас идет две бесполезные затычки. Это макро на 2 мегапикселя и
сенсор глубины тоже на 2 мегапикселя. В целом, блок PAV камеры, я считаю, по камере неплохой вариант. Вполне себе неплохой. Да и так вот симпатично выглядит, конечно, блок камеры. Здесь у нас вот такой вот, видим, вспышечка стоит. 64 мегапикселя. Вполне себе достойно. Запись у нас может вестись в 4К 30 кадров в секунду, в 1080p может писать в 60 кадров в секунду. Селфи у нас камера установлена на 13 мегапикселей. Она делает вполне себе достойные снимочки. Записи телефона Redmi Note 10S. Запись идет на основную камеру на 64 мегапикселя с светосилой 1.8. Видео пишется в 1080-60 кадров в секунду. Максимальное приближение. Видео пишется на основную камеру 64 мегапикселя. Запись ведется в 1080p 30 кадров в секунду. Фокусировочка отрабатывает. Вяленько отрабатывает. Так, запись видео 4К 30 кадров в секунду на основную камеру 64 мегапиксельную. Так, тест записи фронтальной камеры. Пишем 1080p на 30 кадров в секунду. Вот так будет. Был захват. Соответственно, никакой у нас стабилизации нет, хотя может она и отрабатывать. Вполне себе. Давайте проверим. Пройдемся. Вроде ничего. Ну и аккумулятор, ребят. Аккумулятор у нас на 5000 мАч с функцией быстрой зарядки. Быстрая зарядка, напомню, в комплекте на 33 Вт. Это здорово. Очень здорово. То есть он будет заряжаться у вас за 40-45 минут полностью. Ну, от силы час. Не больше. Это все здорово. По процессору у нас стоит Mediatek Helio G95. Процессор неплохой. Зарекомендовал себя вполне себе достойно. Можно сказать, даже и игровой частично. Mobile Shadowgun Legend. Зайдем сразу в настройки. Смотрим ограничение FPS. Давайте поставим на 60. Графика. Я думаю, высылку. О, на ультрах посмотрим, как он будет. Согласен, 60 кадров на ультрах.
хороший. А вот. Да, смотрим сразу настройки. Графика. Высоко. Ставим на ультра. Пока еще. Понятно, на максимум и на ультра. Совсем что ли попутал, дорогая? Тише будь. Офигевший. Ты чё? Блин. Ты чё? Графоний, сразу заходим, смотрим. Звук изображения высокий. Давайте на очень высокий. Здесь максимально высокий. Расстрелял меня, гад. Чего они здесь толпились-то? Вперед. Что творите, а? Бомжара, ты чё? Иди сюда. Какие зверюшки тогда, Ух! Нифига. Выжег траву. Ого. Ух, какой, а? Зверь. Мощный какой, а? Да, ребят, еще хотел пару слов сказать про его динамики.
Динамики у него просто хорошие. Здесь у нас стоит полноценное стерео. Вынесем. Причем это стерео не такое, что здесь с этого разговорного динамика звучит второе. Такое еле слышное шипение, как так сказать. А действительно полноценный динамик вынесен. Вот он, видите, вверху. То же самое, как и внизу, в принципе. Ну, он, конечно, чуть тише, чем вот этот динамик. Но это полноценное стерео. Сейчас я вам включу, покажу. Да вот даже этот. Тест. Пошло сопряжение. 70% заряда. Круто. Так, давайте подключим, попробуем что-нибудь включить. Да, какой-нибудь трек. К примеру, я поставлю вам звук Realme 7 5G. Сравните. Вверху у нас Realme 7. Слушаем. Это на максимум. Теперь здесь. Чувствуете, да, разницу? Realme 7. Существенно, да? А теперь здесь. Сразу видим, да, разницу какую? Просто небо и земля. Звук здесь очень хороший. Ну и экран, ребят, смотрите, на максимальный по цветам. И теперь здесь. Разница, смотрите, в экранах. Здесь у нас, конечно, не на максимум. Вот максимум, пожалуйста. И здесь. Видите? Все-таки, ну, видно, что он, короче, ярче, намного ярче. Сравнивать, конечно, их некорректно, но по звучанию, видите, да, разница небо и земля. Просто небо и земля. В целом, могу сказать, что телефон получился довольно-таки сбалансированный. Если подведем итоги, плюсы этого телефона: это большой, хороший экран, яркий AMOLED, особенно если вы приверженцы AMOLED, а не IPS. Сочные, красочные цвета, с хорошим запасом яркости, кстати. То есть сильная сторона этого телефона — это экран. Ну и неплохой блок камеры, основной на 64 мегапикселя с апертурой 1.8. Минусы этого телефона, ну как сказать минус, сейчас это больше компромиссы, а не минусы. Это скорее всего процессор не такой игровой, хотелось бы, может быть, Snapdragon какой-нибудь 778 поставить, или хотя бы 720G. Плюсам еще отнесу это заводскую пленку, да, ребят, видите, они ее наклеили с завода. Это хорошо. То есть вам не нужно переживать, что у вас что-то там надо докупать к этому телефону. На этом буду заканчивать. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, если до сих пор не подписаны. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.